Здравствуйте, друзья! В этом видео я буду рисовать мандарины масляной пастелью. Вместо пастельной бумаги я использую холст на картоне. Он также имеет текстуру, которая удерживает масляную пастель. Но в отличие от бумаги, его можно потом не оформлять под стекло, а повесить на стену как есть, закрепив пастель фиксативом для масляной пастели. Начинаю искать мандарин крупными цветовыми пятнами, сначала приглушенными охристыми оттенками. Красную охру кладу в теневой части, светлую в освещенной. Как видите, масляная пастель легко растушевывается пальцами, хотя иногда считают, что масляная пастель, в отличие от сухой, не растушевывается, но здесь больше зависит от твердости пастели. Твердая и сухая, и масляная пастель растушевывается хуже, чем мягкая, но зато твердая пастель дает более тонкий штрих. В следующем слое я использую уже более яркие оттенки оранжевого и уже наношу их более неравномерно. Начинаю передавать неравномерную структуру долек мандарина. Рисую кусочек шкурки мандарина. Также учитываю, откуда падает свет. Для левой верхней части использую более светлые оттенки. Следующим слоем добавляю еще более яркие оттенки и растушевываю еще меньше. То есть двигаюсь послойно от меньшей детализации к большей. Дальше добавляю белые прожилки. На самые дальние дольки сразу растушевываю их, поскольку то, что дальше мы видим, менее четко, и это поможет сделать мандарин выпуклым. Ближние дольки еще буду дорабатывать и детализировать, а пока перехожу к другим участкам рисунка. Прорабатываю отдельную дольку по тому же принципу. Сначала крупные приглушенные цветовые пятна, дальше детализация более яркими. Кусок очищенной шкурки находится дальше мандарина, поэтому его я хорошо растушевываю. Дальше делаю плоскость, на которой лежат мандарины. При этом тоже учитываю, откуда падает свет и как мандарины отбрасывают тень. Второй мандарин находится в тени первого и немного дальше. Его я лишь намечу небольшой штриховкой, чтобы не отвлекать внимание от первого мандарина. Мне нравится такой контраст между объектами разной степени детализации. Перехожу к дальнейшей детализации, уточняю прожилки. Видите, я работаю одним белым мелком, но за счет нескольких предыдущих слоев штрихи получаются не чисто белыми, а смешиваются с предыдущими слоями, и в результате получаются разнообразные светлые оттенки. Ту часть мандарина, которая освещена, делаю самой яркой. И здесь как раз важно, что изначально я начинала рисовать мандарин не оранжевым, а приглушенной охрой. Иначе такого контраста сейчас не получилось бы.
Детализирую шкурку, показываю ее неоднородность и уже не растушевываю. Край очищенной шкурки, которая ближе всего, тоже делаю более четким. По тому же принципу детализирую дольку мандарина. Финализирую фон, показываю, откуда падает свет, то есть делаю верхнюю левую часть более светлой. Перехожу к финальной детализации, еще уточняю прожилки и ближний край шкурки. На теневой стороне прожилки рисую серым мелком. Это дает впечатление белых прожилок в тени. Спасибо за просмотр и до встречи!